На третьем месте по стоимости оказался Ford GT 2005 года, проданный за $265 тысяч. История возрождения GT началась с представленного на Североамериканском международном автосалоне в Детройте в ноябре 2002 года концепт-кара GT40. По своей сути он являлся современной данью уважения к гоночному наследию Ford, когда GT40 выигрывал гонку 24 часа Ле-Мана 4 раза подряд с 1966 по 1969 годы. Получив положительную реакцию общественности и прессы, на тот период генеральный директор Ford Уильям Клейфорд-младший дал зеленый свет выпуску ограниченной партии, поставив условие, чтобы первые серийные версии были готовы всего за 16 месяцев, ко времени празднования столетия Ford Motor Company. Первые образцы GT сошли с конвейера в 2003 году, а полное производство началось весной 2004 при установленном сверху лимите не более 4500 автомобилей. Помимо потрясающего дизайна, Ford GT отличался впечатляющими характеристиками, которых никогда не было у серийных автомобилей, построенных в Детройте. Двигатель объемом 5,4 литра, мощностью 550 лошадиных сил, в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач Ricardo позволяют развивать максимальную скорость 330 км в час и разгоняться до 100 км в час за 3,8 секунды. Этот Ford GT 2005 года с пробегом менее 2500 миль представлен в цвете Centennial White и оборудован такими заказными опциями, как кованые алюминиевые диски BBS, красные тормозные суппорты, улучшенная стереосистема Macintosh и гоночные полосы на кузове. Впервые проданный в штате Коннектикут, в 2011 году этот экземпляр оказался в Калгари, Канада. Спустя 6 лет он был ввезен обратно в Соединенные Штаты, проехав всего чуть более 1500 миль. Производство Ford GT закончилось 21 сентября 2006 года, а было построено 4038 экземпляров. Благодаря отличным характеристикам и легендарной родословной он занял достойное место в элитном клубе суперкаров того времени, такими как Porsche Carrera GT и Mercedes McLaren SLR. На втором месте в нашем списке снова Ford GT, цена которого составила $475 тысяч. В марте 2015 года это шасси впервые было продано на аукционе RM Sotheby's в Форт Лодердейл за $451 тысячу. Спустя 5 лет цена выросла почти на 25 тысяч. В то время как все произведенные GT являются моделями 2005 и 2006 годов, первые экземпляры были доставлены их счастливым владельцам в августе 2004 года. При этом у самого первого GT, который был доступен широкой публике, было шасси номер 10. Автомобиль, представленный здесь, имеет номер шасси 02. Он был продан непосредственно Ford Motor Company на благотворительном аукционе, который состоялся в августе 2003 года, и был доставлен его новому владельцу в следующем году. Возможность приобрести один из этих ранних автомобилей считалась такой привилегией, что договор купли-продажи включал в себя пункт, согласно которому собственник должен владеть транспортным средством не менее 24 месяцев, в течение которых Ford Motor имел преимущественное право на его покупку. А шасси с номерами с 1 по 9 включительно, следуя давней традиции, были зарезервированы компанией Ford для внутреннего использования, когда первые образцы предлагались в основном членам семьи Ford и топ-менеджером. Первым владельцем этого GT был Майкл Дингман. Он более 2 десятилетий входил в совет директоров Ford Motor Company. В знак признательности за его вклад в развитие компании и преданность делу, ему была предложена возможность приобрести один из этих зарезервированных экземпляров. Считается, что шасси 01 принадлежит непосредственно корпорации Ford Motor и вряд ли в ближайшее время будет выставлен в продажу. Поэтому шасси номер 2 – это по сути самый ранний серийный экземпляр, который возможно заполучить коллекционерам. На одометре автомобиля менее 250 миль.
Кузов окрашен в цвет Mark II Black, который, как предполагается, был доступен только на более поздних этапах производственного цикла. Эта особая ливрея – дань уважения гоночному GT40 Mark II 1966 года, победившему в Лимане, который пилотировали Брюс Макларен и Крис Амон. Самым дорогим автомобилем на аукционе стал лот номер 2053 Ferrari 365 GTC 1969 года. Спроектированный Пининфарино, в нем удивительным образом сочетались общий стиль 275 GTS и 330 GTC, а передняя часть напоминает о моделях 400 Super America и 500 Superfast. Модель 365 GTC оснащалась 320-сильным двигателем Colombo V12 объемом 4,4 литра, который уже устанавливался на 365 GT 2+2, представленный на парижском автосалоне в конце 1967 года. С верхним расположением распредвала, 2 клапанами на цилиндр и 3 карбюраторами Weber он выдавал отличные показатели, сохраняя при этом превосходные ходовые качества модели 330 GTC, производство которой завершилось в 1968 году. В выпуске от 29 мая 1969 года журнал «Автокар» зафиксировал время разгона с 0 до 60 миль в час за 6,3 секунды. Четверть мили автомобиль преодолел за 14,5 секунд при скорости 99 миль в час, а максимальная скорость составила 151 миль в час, что в целом оказалось впечатляющими показателями на то время. Представленный здесь автомобиль шасси 12141 был построен 31 января 1969 года и уже через месяц был доставлен официальному дилеру Ferrari в Болонье. Первый владелец эксплуатировал его в течение 6 лет, после чего в 1975 году он был доставлен в США, где на текущий момент у него было 9 собственников. В конце 1980-х годов автомобиль дважды выставлялся на мероприятии FCA, американского клуба Ferrari. На 27-м ежегодном конкурсе в Уоткинс-Глене он занял 3-е место в своем классе, а на 28-м в Тайсонс Корнер стал 2-м. Первые реставрационные работы производились на территории США, в том числе известной компанией Automotive Restorations из Стратфорда, штат Коннектикут. А в 2015 году шасси 12141 было отправлено в Италию, где был произведен капитальный ремонт двигателя и коробки передач. Шасси настраивалось в соответствии с заводскими стандартами, а кузов окрашен оригинальным колером Росса Цина. Работы были закончены к началу 2016 года, благодаря чему автомобиль оказался полностью в оригинальном состоянии, что подтверждает сертификат Ferrari Classic, выданный в том же году.